14 февраля, в день Святого Валентина, по всей России и за ее пределами прошла акция «Любовь сильнее страха». Предпосылки для ее возникновения появились еще в начале февраля. На акциях протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля в общей сложности было задержано около 12 тысяч человек, что является абсолютным рекордом за всю историю современной России. Путин ясно дал понять, что пойдет по пути Лукашенко, а протестно настроенные граждане готовились к белорусскому сценарию. Но неожиданно для всех Леонид Волков объявил о смене стратегии. Объяснил он это нежеланием идти по этому самому белорусскому сценарию со множеством жертв среди протестующих. Мы увидели, что 12 тысяч задержанных – это самая большая волна репрессий в нашей стране со сталинских времен. Это несравнимо ни с чем, что происходило последние 70 лет в нашей стране. Мы понимали, что нет смысла в дальнейшей такой фронтальной атаке кавалерии против танков, потому что просто будут еще десятки тысяч избитых, задержанных, все это выдохнется и приведет к какому-то всеобщему унынию. И мы понимали, что надо перегруппироваться, что наша сила все-таки в том, что мы гораздо более гибкие и умные. Это разделило протестующих на два лагеря. Одни считают идею умным ходом, которая позволит в долгосрочной перспективе прийти к прекрасной России будущего. Другие увидели здесь слив протеста. Выводы я бы пока не делал, истину покажет время. Итак, 14 февраля в 20:00 неравнодушные к происходящему в стране люди участвовали во флешмобе. Выходили во дворы домов и зажигали свечи и фонари на мобильных телефонах, запускали фейерверки, проецировали надписи и изображения с поддержкой на стены, общались, знакомились. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия спрянет ото сна и на обломках самовластия напишет наши имена. Прошли акции солидарности и за пределами России. Дмитрий Медведев за час до начала акции в Москве опубликовал фотографии с фонарями на фоне зимнего пейзажа двойной, одиночный и тройной. Многие увидели здесь жест поддержки акции, что, конечно, выглядит странно. Позже Медведев пояснил: ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты. Отшучивается. Фото с фонарями гораздо искреннее выглядит.
Санитара московского ковидного госпиталя в Ледовом дворце в Крылатском, в свою очередь, уволили за это фото. В 2021 году Россия достигла того момента, когда ты не имеешь никакого права выразить собственную общественную и политическую позицию, что выглядит откровенно странно, если задуматься. Либо поддерживаешь курс Путина и его вассалов, либо отправляйся в свободное плавание. А санитар, напомню, такой же гражданин своей страны, как и все мы. Уверенный в своих силах режим не станет поступать подобным образом. Он держится на авторитете и легко позволяет себя критиковать, а тем более, когда есть за что. Критика – один из синонимов прогресса. Хотя здесь даже критики нет. Речь о том, что любовь сильнее страха и протест против судебного беспредела и коррупции в лице логотипа Навального. При этом менеджерам, которые увольняли санитара, наверняка никто не давал указания это делать. Для некоторых все-таки страх и трепет – преобладающие в жизни качества. Какой смысл в вашем положении, когда вы не можете и шаг самостоятельно сделать в сторону? Но решать вам, я не судья. В Москве вдоль Старого Арбата в районе памятника Пушкину и Гончаровой выстроилась цепь солидарности из 200 женщин. Они пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе Сахарова, и жену Алексея Юлию Навальную. Полиция находилась в 50 метрах от действия и не вмешивалась в ход акции. Неподалеку стояли автобусы с сотрудниками Росгвардии. Вскоре к месту проведения акции пришли активисты движения «Серб», которые попытались спровоцировать участников, как это у них часто бывает. Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой. Команда Навального подвела итоги акции 14 февраля. Акция прошла максимально мирно, без насилия, арестов и задержаний, Пишут сторонники Алексея. Иначе в каждом дворе пришлось бы поставить по силовику. Источник насилия на протестных акциях в России – это всегда полиция. И если ОМОНа нет, все проходит максимально спокойно. Акция 14 февраля важна уже потому, что в очередной раз доказала этот факт. А что по поводу численности? Этот вопрос давно стал программным, главным мерилом каждой протестной акции. Понятно, что в этот раз сказать, сколько именно вышло людей, невозможно. Но для любителей цифр у нас есть вот такие. Больше 10 тысяч фото и видео акций прислали нашему телеграм-боту со всей России. Больше 11 тысяч постов об акции в Инстаграме без учета сторис. Больше 37 тысяч постов в Твиттере с хэштегом «Любовь сильнее страха». Для нас на первом месте стоят люди и их истории. Важно объединение самых разных личностей, взглядов и жизненных обстоятельств. Объединение против зла и коррупции, против людей, вцепившихся во власть омертвевшими пальцами. Вчера мы услышали немало историй, когда всего один человек выходил во двор с фонариком, особо не надеясь встретить единомышленников, а потом к нему спускался второй, третий и другие светили из окон. В этом и есть смысл. Один зажигает огонь, а другие помогают разжечь пламя. Акция 14 февраля многим подарила немало открытий. Люди увидели, что они могут найти союзников даже в самых неожиданных местах. Наш тезис полностью доказан. Сторонники России без репрессий, коррупции, беспредела и Путина живут везде. А статистически это объясняется тем, что таковых большинство. Спасибо всем, кто участвовал. Сохраняйте надежду и старайтесь находить единомышленников. Их больше, чем кажется. Спасибо всем, кто принял участие и поддержал. Любовь сильнее страха.